Ehi, Lady, non mi piacciono i pensieri, fumo un sacco e non mi credi, e non è un fatto di quartieri, come ho fatto a dire no, no, come ho fatto a dire no, no, come ho fatto a dire no, no, come hai fatto a dire no, no. No, 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 mi ha infilzato il cuore con un fucile da pesca. Tu buttale in mezzo che mi butto di testa. La luna è una stella dal tuo punto di vista. Poi rapiniamo qualche turista. Господи, когда в биофизике попадаются слова, это одно слово. Рентген, Аноденштромштерке, у меня выключается мозг. Просто эррор. У нас будет следующей неделе сессия. Биофизика у меня в самом конце, в январе, потому что я ее хуже всего знаю. И она будет состоять, вы сейчас видели программу Excel, то есть это практика, у нас будет состоять вопрос из практического задания, хоть и по интернету, то есть нам будут давать циферки, и мы должны будем с помощью этих циферок в Excel пользоваться формулами, которые мы должны, естественно, знать наизусть, ставить диаграммы и из диаграмм мочь что-то сказать и так далее и тому подобное. И теоретическая часть будет тоже. Билетов здесь, как и в Германии, нету. То есть просто вы не знаете даже приблизительно, как выглядят вопросы, что там вообще спрашивают, что именно в Excel хотят. Поэтому это немножко тяжело. Ну и вообще сама биофизика для меня очень тяжело. Сейчас уже 12:16, кажется, в час с чем-то у меня венгерский. И первая сессия начинается с экзамена по венгерскому языку, то есть 14 сегодня 7 декабря. Сегодня будет пробный экзамен. Если честно, венгерский я учила меньше всего, но мне почему-то показалось, что мне там будет легче всего. Сейчас, я думаю, я погорячилась. Надо было хотя бы, ну не 14, но чуть-чуть его куда-то отодвинуть, а тут так как-то, знаете, закончится семестр, у меня 2 дня будет. Суббота, воскресенье, в понедельник у меня экзамен. Ладно, хозяйшеньки, справимся. Пойду готовить шпаргалки на венгерский. Ну так, чуть-чуть. И сделаю себе еще кофе, потому что хочу спать ужасно. Ehi, Lady, non mi piacciono i pensieri, fumo un sacco e non mi credi, e non è un fatto di quartieri, come ho fatto a dire no. Я только закончила тест, ну и, естественно, мы по камере, нас контролировали. У меня оказалось 63% и только 2 ошибки. Ну, как сказать, 63%, потому что там, где надо было писать, переводить, проверяет потом дополнительно учитель. Но в самом тесте, где тестовые вопросы, у меня, в принципе, только 2 ошибки, что очень даже неплохо. Вот это вот еще ошибка. Все. А завтра я получу полную оценку, сколько у меня всего процентов. Можно было максимально это 60, у меня пока 38. И я надеюсь, что завтра я доберу хотя бы до 4. Ну, как-то так. Вообще, сказать честно, сейчас с венгерским произошла очень странная ситуация. Нам до этого говорила учительница, что это будет проба для нас. И, естественно, мы не особо готовились, потому что кто-то пишет венгерский вообще там где-то, знаете, в январе, непонятно когда. У нас уже был один тест по венгерскому языку, у меня там вроде 4, кажется, ну, неплохо так.
И это называется демонстрация, то есть допуск нас к сессии. Но этот тест, она не говорила, что является, мало того, что допуском к сессии, так плюс еще является половиной оценки, то есть оценка за письменную часть, тогда в сессии у нас будет только устная часть. И нам она это сказала за 2 минуты до начала теста. Поэтому многие возмущались. Сейчас все-таки сессия, можно сказать. У меня очень жесткие правила по распорядку дня. Каждый день я снимаю по одному видео, кроме воскресенья, и гадания я не считаю сюда. То есть сегодня влог, завтра русский канал ASMR, послезавтра английский. В тот же день редактирую и выставляю. То есть на видео у меня в общей сложности 2 часа в день выделено. Это максимум, что я могу. И теперь нам как-то нужно распределить правильную подготовку к сессии. На завтра у меня вторая часть венгерского языка, хотя письменная, точнее, хотя устная у нас же должна быть потом на сессии. Короче, мы ничего не поняли, мы немножко запутались. Но завтра у меня устная часть венгерского теста. И она так-то прилично дала. Мы должны полностью описывать описывать квартиру, то есть со всем, что есть в квартире, говорить, где что находится, описывать комнаты, мебель и все в этом роде. Комнаты, да, потом маркет с продуктами, мы должны типа спрашивать, что вы хотите, или сколько это стоит, сколько килограмм вы хотите, чего именно, и все в этом роде. Потом Einkaufszentrum, это короче, центр, где много магазинов, с этажами, тоже говорить, где, куда, как и почему, вечеринка, где что находится, ресторан, и программа на день, типа, что вы будете делать, во сколько и все такое, что находится на столе, и представлять себя. Я, конечно, знаю, что вам сейчас это кажется немного, но для венгерского языка это пипец сколько, учитывая, что мне это сказали сегодня в 3 часа. Это, в принципе, все, что мне надо для сессии, но я должна это выучить сегодня. Hello and welcome. Так что я сейчас буду заниматься этим, и на сегодняшний день у меня еще анатомия. Завтра и послезавтра я буду заниматься исключительно химией, потому что у меня в четверг экзамен, мини-экзамен по химии. Решила выучить танец, совсем забыла, что я бездарность. Вышло довольно смешно, но это буквально 3-4 движения, которые я успела выучить за 20 минут. Поржите. 욕이라도 먹어치겠어 하도 서러워도 어쩌겠어 I do 모두들 미워하느라 했었네 날 무너뜨리면 밥이 되나 외로워서 어떻게 미움마저 삼켰어 화내림도 없어 여유도 없고 그리 아니까 가던 길 그냥 가 왜들 그래 서럽게 Maria Maria 널 위한 Maria 빛나는 밤이야 널 괴롭히지 마 Oh Maria 널 위한 Maria 뭐하러 아등바등해 이미 아름다운데 yeah oh no yeah 널 위한 Maria yeah. После этих дрыганий пришлось искупаться. И, кстати, у меня печалька, я поломала свои битсы и никак что-то не схожу их починить. Точнее, я даже не знаю, можно ли их починить. Никак не доберусь до магазина. Не. Напоследок про печальки. Акула уже почти корочка снялась, и видно, что она намного светлее стала, как и говорили, поэтому надо записываться на коррекцию. Но все равно не так все плохо. То есть мне вообще говорили, что половина акулы не будет. А как бы давайте будем честными. Вот тут, конечно, еще корочки не сошли, но ее видно. Так что все лучше, чем я думала. После коррекции, мне кажется, вообще будет засыбись.
piacciono i pensieri, fumo un sacco e non mi credi, e non è un fatto di quartieri, come ho fatto a dire no, no, come ho fatto a dire no, no.